Привет, меня зовут Светлана, и сегодня я покажу, как я делала вот такой простой и нежный декор. Ну а если вам нравятся работы подобного плана, оставайтесь со мной. Из обычного картона я сделала вот такую коробку, здесь ничего сложного, просто вырезала круг и при помощи малярной ленты приклеила по кругу картонную полоску. Ссылочку на видео, где я показывала, как сделать подобную коробку, оставлю в описании. Сверху оклеиваю коробку тканью, у меня остатки ткани от мебельной обивки и мне она напоминает ткань букле. Можно заменить на бархат или любую другую ткань, тоже будет красиво смотреться. Сначала буду оклеивать донышко, по бокам делаю надрезы, так удобнее оклеивать круглые основы, тогда на ткани не образуются складки. После чего по кругу приклеиваю прямоугольный кусочек ткани, который соответствует моей коробке. Можно изначально оклеить сначала картонные заготовки, а затем собрать коробочку. В принципе, здесь нет никакого порядка, каждый делает так, как ему удобно. Высота готовой коробочки у меня получается 10 см, а размер донышка 14 см. Сверху просто подворачиваю ткань вовнутрь, наполняю коробку остатками пеноплекса и заклеиваю все целым кусочком. На этом моя основа будет готова и можно приступать к елочкам. Для основы елочек я взяла два пенопластовых конуса разного размера. Можно, конечно же, сделать основу самостоятельно, это так всегда и делала, но в этот раз решила все-таки использовать готовый вариант. Тем более они ждут своего часа уже много лет. Оклеивать буду тоже остатками мебельной ткани, сверху она похожа на бархат, но немного плотнее, потому что на ней есть флисовая основа. Но в принципе по итогу работы мне кажется, что чем тоньше ткань, тем аккуратнее будет ваша работа. На тоненькой ткани стыки будут менее заметны. Елочки будут высокие, крепить буду на вот такие палочки, это самые обычные деревянные палки от дерева. Просто предварительно очистила от коры и листьев, пока они сырые, это очень легко сделать. Посередине конуса делаю углубление и вклеиваю туда палочки. На основе примеряю, как бы я хотела все разместить, и тоже делаю углубление под елочки. Как видно, я перепробовала кучу вариантов. Снизу заклеиваю елочки этой же тканью и срезаю все лишнее. Сейчас бы я сделала все наоборот, сначала заклеила бы донышко, а уже потом бы делала конус. Так, мне кажется, было бы намного симпатичнее. Сверху приклеиваю мех и предварительно делаю в нем отверстие для елочек. Вместо меха можно использовать сизаль или же все заклеить природными материалами. Изначально я таки думала, но розовый нежный цвет с этим бы мало сочетался, поэтому остановилась на этом варианте. Ну а если сделать в классических цветах, то будет очень красиво.
Для декора буду использовать искусственные еловые веточки, ягодки и шары, но можно заменить все теми же природными материалами. Веточек нужно совсем мало, буквально несколько штучек. Обе елочки я украшала одинаково, просто размер декора соответствовал размеру елочки. Еще мне захотелось добавить немного ленты в сам декор, потому что в готовой работе они тоже будут присутствовать. Снизу декора на каждой елочке добавляю ленты, вклеивать буду сразу по несколько штучек. Под елочками добавляю елочные игрушки, на каждую предварительно наносила термоклей, чтобы они все-таки держались, но можно и просто положить. На этом моя работа готова, ну а если вам понравился такой вариант декора, то обязательно поддержите это видео лайком, ведь для меня это очень важно. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, впереди будет много интересных работ. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся уже совсем скоро.